Всем привет! Купил я себе новые катушки зажигания. Пакет с магазина относительно недавно. До сих пор стоял. Времени вообще некогда было. Итак, значит, тут у меня приборы. Сейчас я их уберу. Данные с магазина. Я вам потом покажу. Кратко вам скажу. Это видео будет полезно тем людям, которые собираются менять катушки зажигания. Также в этом видео мы проверим катушки зажигания, кроме их, соответственно, распаковки вот этих катушек зажигания. Мы их сравним. Наглядный будет пример. Я вам сейчас покажу. Вот с такими вот катушками зажигания. Смотрите внимательно. Они у меня подписаны вот таким вот образом. Проверим само качество фирмы вот этой вот. Мировой известный бренд. А также много другое в этом видео. Смотрим это видео. Не забываем подписываться на канал. Кто не подписан, подписывается. Пишем комментарии. Ставим палец вверх. Нажимаем колокольчик. Так, значит, катушки. Изначально я вам расскажу, их было 8 штук. Здесь у меня представлено 6. Я вам попозже скажу, почему так произошло. Итак, начнем. Катушки поставляются в таких коробках. Обратите внимание. Так, в магазине я катушки проверял. Вот. Мы их обратно упаковали. Я вам сейчас покажу, как они выглядят. Это абсолютно новые катушки зажигания. Номер для заказа. Ну вот номера на катушке зажигания. Вот этот первый номер — это тип катушки зажигания. А номер для заказа вот этот вот. И здесь первый. Видите? Катушка произведена в Турции. Так, отложим ее. Следующая катушка зажигания. Аналогичная. Здесь не показал эту катушку зажигания, вот показываю. Заметьте, все катушки зажигания упакованы в коробках. Они не болтаются.
Это у нас уже 4-я. Так, это 5-я. Это 6-я. Все катушки одинаковые, то есть бракованных катушек я не заметил, а те, что были, я вернул обратно в магазин. Сейчас я присвою каждой катушке зажигания номер, чтобы в процессе того, как я буду вам показывать, не запутаться. И теперь бонусом для сравнения я вам показываю такие вот катушки зажигания. Вот так вот. Надписи читаемые. Мы их тоже дадим им номера, чтобы наглядно я вам все показал. Сейчас я замерю катушки зажигания, температуру их обмоток, лазером вот сюда вот стреляю, видите? То есть сейчас почти 26 градусов Цельсия. Это 78 Фаренгейт. Теперь нижний ряд. Последняя 10-я. Вот она. То есть видите, что у всех вот этих катушек зажигания вот эти вот обмотки, у них температура одинаковая. То есть сейчас я вам покажу очень точные данные, на которые вы должны будете в принципе ориентироваться, если вы будете брать из расчета мой температурный режим катушек зажигания 78 Фаренгейт или 25-26 градусов Цельсия. Так, я немного уберу их в сторону, вот так вот. Так вот положу.
Сюда я положу листок для записи с карандашом. Сейчас я быстро сделаю нумерацию. Возьмем приборы. То есть в таком режиме. Здесь у меня подготовленный уже разъем. Попозже покажу. Вот его. Этот разъем. Так, смотрите. Номер для заказа под эти катушки сжигания. Я думаю, кому-то пригодится. Вот он номер. Так. Берем первую катушку с сжиганием. Приборы мы включаем по очереди. Так. Сейчас я положу приборы вот так вот, чтобы не запутаться. Начинаем отсюда. Так, данный, значит, катушка номер 1. 31,0. Второе значение у нее 33,2. Смотрите, одновременно включаю. И эти данные изменились. Пошла магнитная индукция на катушке. Только поочередно. Вторая катушка. Номер 3. Номер 4. Вот таким вот образом, быстро в магазине, я вам рекомендую проверить все катушки сжигания, выбрать себе самые достойные катушки сжигания. Ну, а кто не знал, в принципе, будет довольствоваться тем, что ему останется. Так, это у нас 6-я катушка. То есть процесс у нас идет достаточно быстро. То есть заметьте, времени много не надо. Так, вот это новые катушки сжигания. Вот. То есть я обведу вот здесь вот так вот,
чтобы было понятно, напишу здесь. То есть я написал, что катушки сжигания вот эти вот новые параметры, вот такие вот. То есть можете записать. Это 25 градусов Цельсия, 78 по Фаренгейту. Вот такие вот данные. Дальше идем. Катушка номер 7. Обратите внимание, видите, я специально сломал разъем, видите, чтобы удобнее было. Это 8-я. Девятая катушка. И крайняя 10-я катушка. Теперь я тут сразу напишу, чтобы не было путаницы. Вот это старые. Вот данные по старым катушкам. Видите, все данные. Смотрите разницу. Вот в этой разнице как раз и есть проблема. Вот у этих катушек и искра плохая, и сопротивление на обмотках, видите, у них больше. Ну и собственно они из себя представляют вот такое вот качество, вот, что на них здесь написано, вот эти вот слова я написал, вот такое вот у них качество. Теперь смотрите, вот этот вот первоначальный лист, который был на вот этих катушках. Вот я представляю вам вот эти новые катушки, вот этот первоначальный лист, проверку я проводил. Здесь смотрите, что у нас получается. Какие данные? Обратите внимание, что цифра 8
было изначально 8 катушек зажигания, из которых только 6 я выбрал. Я не взял катушку зажигания номер 2 и номер 4. Здесь их нету. Номера 2 и номера 4, которые я не взял в магазине, здесь их нету, не путайтесь. Здесь уже новые номера. Смотрите, данные какие были. В магазине катушки зажигания были немного другого температуры, но температура катушек зажигания была одинаковая на всех катушках зажигания. Видите, номер 2 и номер 4, они отличаются. То есть здесь данные по второй обмотке, вот в этом ряду, да, они прыгали уже, видите, 33,2 уже. То есть была единица и прыгала на двойку. То есть, видите, вот эти данные у меня записаны тоже, видите, катушка колебалась, здесь колебалась, здесь колебалась. Вот эти две катушки одинаково, то есть показывали, видите, 31,0, 31,0, то есть и здесь 33, то есть по второму ряду все нормально было. То есть первый ряд здесь колебался, те не колебались, а здесь две колебались в большую сторону. Вот эти вот катушки зажигания по второму ряду, но на самой катушке зажигания это будет первая обмотка. То есть мне неудобно было показывать, почему я переложил мультиметры. Так как здесь изначально уже данные были записаны так. Вот видите, и соответственно вот в этих значениях и есть проблема. То есть из-за вот этой вот новой катушки зажигания и вот этой катушки, вот две катушки, если бы я поставил, у меня были бы пропуски зажигания. Хотя свечи зажигания у меня ориентированы, вот двигатели поставлены новые, но это бы не спасло ситуацию. Те же самые данные, вот видите, я прикладываю. Вот так вот более-менее видно хорошо. То есть те же самые данные. Вот новые катушки те же самые. Здесь новые катушки те же самые. То есть видите, данные ровные при вот этой температуре. То есть все катушки сразу отходили ровно. По старым катушкам видите разница какая? Но вы видите, так у нас и получается, что вот эти вот старые катушки у нас не бьют с новыми, соответственно, вот уже точные данные ни по каким обмоткам. Видите? Вот здесь вот бьет, да, допустим, а здесь не бьет, но здесь не бьет по этим. То есть вот эта катушка дерьмо. Также остальные вот эти. Здесь, соответственно, магазинные данные, данные такие. Дальше я уберу это в сторону, больше нам это не пригодится. Я вам показал, как проверять в магазине быстро. Это реально быстро. И вы выберете самые хорошие все катушки. Также, как я сказал, если, к примеру, вы поставите себе вот такие вот катушки с такими показателями, вот здесь номер 2 и номер 4, будет у вас двигатель не то что троить, а пердеть будет, как дерьмо.
Вот видите? То есть выберите себе нормальные катушки. Не живите в иллюзиях. Так, дальше берем. Смотрите. Сейчас мы проверим катушки зажигания на искру. Так, я размотал изоленту, чтобы более удобно использовать. При работе с электричеством рекомендую соблюдать меры безопасности, ну и в принципе это не повторять. Берем аккумуляторную батарею. Провод я переделал. Берем катушку номер 1. Здесь, значит, первая и вторая это минус, подключать минус. Третья и четвертая номера, видите, это плюс. А другой модели номера именно такие же, первая и вторая это минус, третья и четвертая это плюс. Но там будут они в разнобой. По-другому они будут. Но соединять провода именно так же. Так, смотрите. Не перепутать. Главное, катушка. Вот сюда смотрим. Видите, как катушку пробивает на корпус? То есть искра, видите, она вот вылетает прямо из сердечника катушки, она вот прямо вот сюда вот на корпус бьет. Смотрите. Дальше проверяем. Это был первый, второй. Номер 3. Видите, как искры гуляют от сердечника катушки на корпус. Пальцы не подставляйте, тут через перчатку пробьет. Четвертое. Такой, знаете, запах стоит азота в воздухе после вот этих вот искр начал появляться. Шестая. Тут внимание обращаю, что главное очень хороший контакт.
Видите, как их пробивает от сердечника на корпус. Так вот. Прикольно. Дальше смотрим. Это была 6-я. Это были новые. Теперь возьмем старые. Номер 7. То есть, видите, катушка тоже долбит. Она рабочая. Это номер 7. Номер 8. Это был номер 8. Это номер 10 был. Это номер 10. Номер 9. То есть, видите, все катушки эти рабочие, но вот эти как есть, так есть. Полное дерьмо. Возьмем номер 2, новую катушку. Еще раз.
Обратите внимание, у новых катушек даже звук другой. К примеру, номер 7. Еще разок. В новых катушках более звонкий такой звук, если кто заметил. Дальше смотрите. Так, я вам сказал тогда, что номер 2, вот здесь вот номер 2 на катушке зажигания, внутри, вот он, второй номер. Я вам сейчас покажу. Вот здесь идет нумерация номеров. Вот он, номер 2. Итак, номер 2 это корпус вот этой вот катушки. Вот номер 2, то есть корпус. Так, я подключаю к номеру 2 минус. Вот видите, черный. Ровненько подключаю посередине, чтобы другие контакты у меня не касались, и я зафиксирую. Смотрите. Видите, замыкает. Обмотки начинают гореть, видите? Дымок пошел. Вонь страшная начинается. Видите? Вот это вот номер 2. Это корпус любой катушки. То есть таких и других моделей двигателя. Это номер 2. То есть первый, второй это минус, третий, четвертый номер идет плюс у них. Кстати, после этого трюка катушка будет работать. Смотрите. То есть, видите, катушка работает. Так, для того, чтобы использовать амметр, вот на мультитестере есть амметр или отдельный прибор амметр, 200 килоом. Выставляете на обоих. К одному мультиметру подключаете 1, 3. Вот видите, 1 и 3.
а ко второму 2,4, чтобы получить те значения, которые я вам дал. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.